Почти половина случаев деменции в мире связана с 14 факторами риска, на которые человек может повлиять. Но большинство людей после 40 лет работают совсем не над теми факторами. Если вам сейчас от 40 до 65 лет, обратите внимание, вы находитесь именно в том возрасте, с которым связаны самые весомые из этих факторов. Через 20 лет изменить многие из них будет намного сложнее. А сегодня еще можно. В следующие несколько минут вы узнаете, какие факторы имеют наибольшее значение. Что можно проверить всего за один визит в поликлинику? И почему приложения для тренировки памяти вообще не входят в этот список? Пока человек покупает добавки для памяти и разгадывает кроссворды, самые серьезные факторы риска могут оставаться непроверенными 10 лет. И именно поэтому их так часто пропускают. Начну с того, что люди чаще всего понимают неправильно. Многие ждут возраста, когда, как им кажется, уже пора начинать думать о памяти. И почти всегда называют тот возраст, когда повлиять на ситуацию уже намного сложнее. Патологические изменения при болезни Альцгеймера могут начинать накапливаться за 15 или даже за 20 лет до появления заметных проблем с памятью. Это значит, что у человека, которому сейчас 45 лет, процесс, способный проявиться в 65, уже может происходить. Прямо сейчас. Пока человек ни на что не жалуется и считает себя полностью здоровым. Отсюда часто делают неправильный вывод. Если все начинается заранее и происходит незаметно, значит, повлиять на это невозможно. Но крупные научные обзоры говорят об обратном. Именно средний возраст, примерно от 40 до 65 лет, связан с самыми весомыми изменяемыми факторами риска. Это высокое давление, высокий холестерин, снижение слуха, диабет, лишний вес и избыточное употребление алкоголя. Ждать появления симптомов бессмысленно по простой причине. Симптом появляется в конце процесса, который к этому моменту мог продолжаться уже 15 или 20 лет. Поэтому возраст, когда человеку кажется, что думать об этом еще рано, на самом деле может быть лучшим временем для профилактики. Дальше, самое важное для практики. Если человек не знает, какие факторы имеют наибольший вес, он начинает тратить силы на самые простые, но далеко не самые эффективные действия. Именно поэтому люди годами используют приложения для тренировки мозга, но ни разу не проверяют слух. В 2024 году постоянная комиссия медицинского журнала Lancet опубликовала обновленный отчет по профилактике деменции. 27 исследователей объединили результаты метаанализов и многолетних наблюдений. В результате они составили список из 14 факторов риска, на которые может повлиять сам человек или система здравоохранения. Вот эти факторы. Низкий уровень образования и когнитивной активности. Снижение слуха. Высокое артериальное давление. Курение. Ожирение. Депрессия. Малоподвижный образ жизни. Диабет. Избыточное употребление алкоголя, черепно-мозговые травмы, загрязнение воздуха, социальная изоляция. И еще два фактора, которые были добавлены именно в 2024 году. Первый – высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в среднем возрасте. Проще говоря, высокий холестерин ЛПНП. Второй – нескорректированное снижение зрения в пожилом возрасте. По расчетам комиссии, эти 14 факторов в сумме связаны примерно с 45% случаев деменции в мире. Но здесь нужна важная оговорка. Без нее цифру 45% можно понять неправильно. Это теоретический показатель для всего населения. Расчет предполагает, что каждый фактор удалось полностью устранить у всех людей. Для отдельного человека это не гарантия. Нельзя сказать, что человек, который исключил все 14 факторов, точно не столкнется с деменцией. Возраст и генетика никуда не исчезают. И на них эта арифметика не распространяется.
Но даже с этой оговоркой список остается очень полезным. В нем есть слух, зрение, давление, холестерин, сахар, физическая активность и социальные контакты. Но в нем нет судоку, нет кроссвордов, нет добавок для памяти и нет приложений, которые обещают повысить интеллект за одну неделю. Ни одно из этих средств не собрало достаточно доказательств, чтобы попасть в список 14 основных факторов. Теперь поговорим о том, что почти никто не связывает с памятью. Если вы стали чаще переспрашивать собеседника, если прибавляете громкость телевизора, или быстрее устаете от разговоров в шумном кафе, возможно, вы сталкиваетесь с этим фактором каждый день. Но списывайте его на возраст, усталость или плохую акустику. Речь идет о слухе. В отчете 2024 года со снижением слуха связано около 7% случаев деменции. Это один из самых больших вкладов среди всех факторов. Больше, чем вклад курения, ожирения или малоподвижного образа жизни по отдельности. Механизм здесь вполне понятен. Когда звуковой сигнал поступает хуже, мозгу приходится прикладывать больше усилий, чтобы разобрать речь. Человек быстрее устает от разговоров. Начинает реже участвовать в общении. Реже посещает места, где шумно. Постепенно он теряет ежедневную нагрузку, которую мозг раньше получал во время общения. Да и сами разговоры становятся беднее по содержанию и деталям. Теперь самое интересное. В исследовании под названием Achieve участвовало почти 1000 человек в возрасте от 70 до 84 лет. У всех участников было снижение слуха. Их случайным образом разделили на две группы. Участникам первой группы подобрали слуховые аппараты и обеспечили необходимое сопровождение. Участники второй группы проходили образовательную программу, посвященную здоровому образу жизни. Через 3 года оказалось, что у людей из подгруппы повышенного риска когнитивное снижение происходило на 48% медленнее. Но есть и вторая часть результата, о которой часто забывают упомянуть. У относительно здоровых добровольцев, у которых изначально когнитивное снижение происходило медленно, существенной разницы между группами не было. То есть коррекция слуха показала наиболее заметную пользу именно у тех людей, у которых снижение уже происходило быстрее. Практический вывод здесь простой. Проверка слуха или аудиометрия занимает примерно 15 минут. Во многих поликлиниках ее можно пройти бесплатно. Если вы давно не проверяли слух, а близкие уже обращали внимание на громкость телевизора или частые переспросы, возможно, это одна из самых недооцененных проверок, которые вы можете сделать. Следующая часть может показаться самой скучной. Но по своему вкладу она одна из самых весомых. Речь идет о давлении, холестерине, сахаре и зрении. Скучно это звучит именно потому, что большинство этих нарушений годами никак себя не проявляют. Человек узнает о проблеме только тогда, когда появляются последствия. Высокое давление в среднем возрасте постепенно повреждает сосуды мозга. И часто это происходит без единого заметного симптома. Головную боль человек списывает на погоду, усталость – на работу, плохое самочувствие – на недосыпание, а сосудистые изменения тем временем продолжают накапливаться. Высокий холестерин ЛПНП – это новый фактор, добавленный в отчет 2024 года. С повышенным холестерином ЛПНП в среднем возрасте примерно после 40 лет связано около 7% случаев деменции. Столько же, сколько со снижением слуха. Проверить этот показатель можно с помощью обычного биохимического анализа крови. Нескорректированное снижение зрения в пожилом возрасте связано еще примерно с 2% случаев. Часто речь идет о катаракте. Или об очках, которые человек уже несколько лет собирается заменить, но продолжает откладывать. Диабет и повышенный уровень сахара действуют в том же направлении. Они влияют на сосуды и обмен веществ. Теперь сложите все вместе. 1 визит к терапевту.
один биохимический анализ крови, одна аудиометрия и один визит к офтальмологу. Эти действия позволяют проверить сразу несколько важных факторов из 14. Работы здесь меньше, чем при ежедневном использовании приложений для памяти в течение года, но значение этих проверок несопоставимо выше. Поэтому полезный вопрос звучит не так. Какую таблетку мне принимать для памяти? Полезный вопрос звучит по-другому. Что в моем здоровье давно требует внимания, а я продолжаю это откладывать? Если вы досмотрели до этого места, то уже понимаете, чем этот канал отличается от роликов, обещающих прокачать мозг за 7 минут. Здесь мы разбираем то, что действительно проверено. И обязательно говорим об ограничениях и оговорках, которые часто вырезают из коротких роликов. Подпишитесь. Дальше будут отдельные разборы каждого фактора. Теперь перейдем к тому, что люди делают охотнее всего и называют тренировкой мозга. Если вы 10 лет решаете один и тот же тип головоломок и уверены, что тем самым защищаете мозг, вы можете годами не давать себе той нагрузки, которая действительно необходима. В списке 14 факторов есть образование и когнитивная активность. Но работает здесь не само количество решенных задач. Главное – нагрузка, к которой мозг еще не успел адаптироваться. Если человек 10 лет решает судоку, правила этой игры уже давно известны его мозгу. Действия постепенно становятся автоматическими. То же самое происходит со знакомой дорогой домой. Иногда человек оказывается у своего подъезда и понимает, что почти не помнит половину пути. Именно поэтому в исследованиях когнитивного резерва говорят не только о головоломках. Речь идет о накопленном за всю жизнь опыте обучения, работы, общения и сложной деятельности. Когнитивный резерв означает, что мозг умеет решать задачи разными способами. И дольше сохраняет ясность, даже когда часть его возможностей начинает страдать. Но этот резерв не отменяет генетику, не отменяет возраст и не отменяет болезнь. Он лишь может дать человеку дополнительный запас времени. Проверить, подходит ли вам новая нагрузка, можно по простому признаку. Вам должно быть немного неловко, немного непривычно. И поначалу медленно. Это может быть новый язык, музыкальный инструмент, танцы, редактирование видео, незнакомая компьютерная программа или публичные выступления. Есть еще одно правило, которое делает обучение эффективнее. Не просто перечитывайте материал. Пытайтесь вспомнить его без подсказки. Выучили 5 новых слов, закройте список и назовите их вслух. Прочитали главу книги, перескажите ее по памяти. Посмотрели обучающее видео, попробуйте объяснить главную мысль другому человеку. Следующий фактор выглядит мягким и социальным. Но он находится в том же списке из 14. Это социальная изоляция. Люди редко выбирают ее осознанно. Чаще все происходит постепенно. Сменилась работа. Друзья разъехались. Стало тяжелее слышать разговоры в компании. Появилось меньше сил куда-то выходить. Сначала тихая жизнь может даже показаться удобной, никто не отвлекает, никуда не нужно ехать. Не нужно поддерживать разговор. Но обычное живое общение нагружает мозг сильнее многих приложений. Во время разговора нужно слушать, удерживать нить беседы, подбирать слова, считывать интонацию, запоминать детали, понимать шутки и быстро переключаться между темами. Все это происходит в реальном времени, без кнопки «пауза». Обратите внимание, как этот фактор связан со снижением слуха. Когда человек хуже слышит, он начинает избегать разговоров. А когда разговоров становится меньше, мозг лишается привычной нагрузки. Получается, что 2 фактора риска могут усиливать друг друга у одного и того же человека. Вам не нужно становиться душой компании. Нужны реальные контакты в течение недели. Разговор с другом, прогулка с соседом, занятия на курсах,
волонтерство, совместная тренировка и один из самых сильных форматов – объяснять что-то другим. Хотя бы раз в неделю пересказывайте кому-нибудь одну новую мысль. Расскажите о книге. Объясните новый навык. Поделитесь тем, что недавно узнали. Когда вы объясняете информацию, вы разбираетесь в ней глубже, чем когда просто читаете. И теперь вопрос, ради которого многие включили это видео. Как отличить обычную забывчивость от признаков, которые нельзя игнорировать? Ошибиться здесь можно в обе стороны. И обе ошибки могут дорого стоить. Человек либо начинает искать у себя диагноз после просмотра нескольких роликов, либо годами объясняет серьезные изменения обычным возрастом. Забыть, куда вы положили телефон, нормально. Особенно если вы плохо спали, устали, живете в постоянном стрессе и одновременно пытаетесь делать 3 дела. Разница проходит по другой линии. Одно дело – забыть, а затем вспомнить. И совсем другое – все чаще не справляться с тем, что раньше выполнялось автоматически. Например, человек задает один и тот же вопрос несколько раз, хотя ответ прозвучал совсем недавно. Он может начать теряться в знакомом районе, путаться со счетами, забывать принимать лекарства, ошибаться во время привычных покупок. Обычный разговор становится сложнее, потому что нужные слова постоянно пропадают. Близкие могут замечать изменения характера, необычную раздражительность, повышенную тревожность, подозрительность или замкнутость. Но здесь важно помнить еще об одном. Проблемы с памятью не всегда означают деменцию. Они могут быть связаны с хроническим стрессом, депрессией, нарушениями сна, дефицитом витамина B12, проблемами со щитовидной железой, сосудистыми нарушениями или побочными эффектами лекарств. Некоторые из этих причин обратимы. Некоторые лечатся относительно просто. Но только в том случае, если человек обращается к врачу, а не пытается поставить себе диагноз через поисковик. Это видео не заменяет медицинскую консультацию. И теперь самое главное. Вся полученная информация становится бесполезной, если человек пытается изменить 8 привычек одновременно. А через неделю бросает все. Поэтому вот минимальный план на 7 дней. Он связан именно с теми факторами, которые имеют наибольший вес. День 1. Измерьте артериальное давление и запишите показатели. Заодно составьте список того, что вы давно откладываете. Анализы, визит к врачу, диспансеризацию. День 2. Запишитесь на аудиометрию. Именно запишитесь. Не просто решите, что когда-нибудь это сделаете. День 3. Сдайте биохимический анализ крови с липидным профилем, если не делали этого больше года. Заодно проверьте уровень сахара. День 4. 20 минут ходьбы в таком темпе, при котором дыхание становится активнее, но вы все еще можете разговаривать. День 5. 20 минут посвятите новому навыку, в котором пока чувствуете себя неловко. А в конце проверьте себя без подсказки. День 6. Позвоните человеку, с которым давно не разговаривали. Именно позвоните. Голосом. Не сообщением. День 7. Посмотрите на прошедшую неделю и выберите ровно 2 действия, которые готовы повторять в течение следующего месяца. Не 8. 2. Смысл этого плана не в самих 7 днях. 3 пункта из 7 – это разовые проверки, которые помогают оценить самые весомые факторы риска. Их достаточно сделать 1 раз, а затем повторять с той периодичностью, которую рекомендует врач. Самая опасная мысль о здоровье мозга звучит так: пока ничего не болит, думать об этом не нужно. Но данные 2024 года показывают, что почти половина изменяемого риска связана с тем, что может вообще не болеть. С давлением, которое давно не измеряли.
со слухом, ухудшение которого списывали на громкий телевизор, с анализом крови, который откладывали 3 года, со зрением, которое давно пора проверить. И хорошая новость заключается в следующем. Ни один пункт из 14 не требует, чтобы вы стали профессиональным спортсменом, полиглотом или гением. Иногда нужен всего один звонок в регистратуру, одна проверка и 2 простых действия, которые вы сможете выполнять дольше 1 месяца. Если эта информация оказалась для вас полезной, подпишитесь. В следующих роликах я буду разбирать каждый фактор отдельно, с цифрами, с оговорками и без пустых обещаний. Начнем с тех факторов, по которым доказательства сегодня наиболее убедительны.